преддверии прекрасных зимних праздников, отпусков и каникул мне хотелось собрать для вас самые атмосферные дорамы в стиле Рождества, но в списке у меня оказались лишь страстные плохиши. Начнем с того, что наконец-то выходит тайская версия «Цветочков после ягодок». Очень интересно посмотреть на красивых актеров, да и в целом интерпретацию. Для тех, кто не в курсе, вкратце сюжет. Милашка-героиня начинает учиться в элитной школе, где есть, так скажем, своя мафия. Однако девушка показывает характер и тем самым привлекает внимание главаря и еще его друга. Вверх по течению уже более мирная дорама, хотя в начале героиня буквально отжигала. Возможно, Луши не такой уже хулиган, но когда в его школу перевелась такая разрывная девушка, не смог удержаться от легких приступов мести. Но, как видим, закон от ненависти к любви и щепотка ревности сделали свое дело. Дожили. Маршала армии записала в хулиганы. А вот нечего было пугать молодую девушку, да еще и в заложницы брать. Это, конечно же, шутка, ведь благодаря сюжету нахимичили они не слабо. А Броманс вообще заслуживает отдельного сериала. Герой следующей дорамы – мошенник. Его быстро разоблачает молодая помощница в доме престарелых, но из-за безвыходной ситуации и некоторых обстоятельств им приходится дальше, так скажем, плыть в одной лодке. Неожиданность – это тот сериал, который буду пересматривать третий раз. История о мангаке, который быстро потерял популярность и начал винить даже героиню своего комикса. Однажды после аварии он попадает в другой мир, а точнее его же творение, где встречает, как вы могли догадаться, ту же девушку. Записала Хэдза в хулиганы за его слишком предвзятое отношение к такой милашке. Но зато потом приятно было наблюдать реабилитацию отношений. Героине следующей дорамы пришлось притворяться своей сестрой-близняшкой. Чтобы разобраться, в чем же дело, репортер Цзи Ченмо становится менеджером звезды. В общем, скрытый мотив. Вот так вот из-под тишка эта дорама и попала в мой список. В школе терпел шалости, а когда возмужал, решил дать сдачи. Знакомьтесь, Юйбин и Тансюэ. В этом сериале, если честно, мне больше понравилась часть, где герой начал поддерживать девушку. Ведь после травмы на соревнованиях ей все-таки больше нужна была эмоциональная разрядка. Грех было не добавить историю с этим плохишом. Вэньбин знакомится с не совсем обычной девушкой. Или парнем. Или все же девушкой. Сначала он довольно грубо себя ведет, но после того, как узнал правду, Вэньбин начинает проявлять уже другие чувства. Еще есть такой момент, что персонаж не различает лица и лишь после случайного поцелуя видит Сантянь. Кому-то нравится, но, как по мне, гендерной интриги было бы достаточно для одной сюжетной линии. Герой следующей дорамы вел себя довольно холодно со своей сводной сестрой, но по классике жанра за всем этим скрывается не что иное, как забота и любовь. Дорам с подобным сюжетом на самом деле очень много. Вы сейчас можете сказать, мы это все уже видели. Но я все равно добавлю их в подборку, потому что, возможно, есть люди, которые набирают свой первый список дорам. Даже я большинство сериалов по этой теме полностью буду смотреть уже после выхода подборки на протяжении следующих зимних месяцев. Под тему отношений сводных брата и сестры отлично вписывается Лакорн «Розовый грех». Ну что сказать, актеру очень идет образ бунтаря, но порой его поступки переходят границы прощения, что затрудняет лично для меня просмотр таких сериалов. «Лжец против лжеца», кстати, занятный фильм 2021 года. Тут сводный брат с холодным, естественно, характером не узнал сестру в косплее и предложил встречаться. То есть он настолько подавлял чувства к девушке, что сразу же влюбился в похожую. Очень хорошо здесь совместили комедию и драму. Лица приятные и чувствам веришь. В общем, рекомендую смотреть в первую очередь. Вот любит Япония длинные названия. Следующая история об учительнице, которая никогда не влюблялась. И тут ей повстречался парень-бунтарь. Но больше ее смутило то, что он ученик из ее школы. На самом деле в дораме будут еще мужские персонажи, но меня больше заинтересовала эта романтическая линия.
А по следующему сериалу уже был обзор. Тут даже по названию можно понять основную идею сюжета. Дорамка, кстати, очень хорошая, а главное с правильным социальным посылом. Герой дорамы «Соседи по комнате» отверг подругу главной героини, за что и получил. Зато потом смог в полной мере подключить шантаж, а вскоре еще появился его брат. Получается, уже два хулигана влюбляются в одну девушку. Будет жарко. Это, кстати, была вторая интерпретация этой истории. Первой все то же самое, только без брата. Ямазаки Кента шикарен в роли школьного злодея, поэтому еще один сериал с ним. Героиня соврала подругам, что у нее есть парень, а под руку попался только красавчик из параллельного класса. Только она не знала, что шуток герой не понимает, и пришлось буквально стать его слугой. Подъехал тяжелый случай. Куросаки славится довольно нестабильным характером, хорошей растяжкой и припадками собственника. Что из этого могло покорить главную героиню, судите сами. Китайская дорама с характерным названием – это будто ремейк предыдущей, только в историческом жанре. Я даже нашла для себя очень похожие моменты. Во-первых, где девушке становится плохо в купальне, а потом они вместе музицируют. Возможно, на один раз, но дорама неплохая. Меня позабавил тот факт, что в сериале «Сладкая» героиня очень боялась школьного хулигана, но когда он предложил встречаться, она сразу согласилась, а он, к слову, оказался не таким уж и плохим человеком. Дораму «Лунжи и тебе конец» можно назвать классикой подборки. Вот просто есть школьный хулиган, красавица серая мышка, конфликты, и все это, несомненно, приведет к романтическим отношениям. Мне интересно, только я ни одну школу еще не смотрела. В общем, это история о том, что школьница перепутала героя с хулиганом, из-за этого они вечно ссорились, но в итоге стали милейшей парочкой. Героиня дорамы «Наше время» подбрасывает письмо счастья грозе своей школы, и по стечению обстоятельств его сбивает машина. Казалось бы, плюс один враг до конца учебы обеспечен, но у них появляются общие интересы и шанс обрести вторую половинку. «Юность, подожди» по вайбу похожая дорама на предыдущую. Здесь все начинается с того, что герой в погоне задевает ученицу, да еще заставляет за себя писать объяснительную. Каждый раз, когда сталкиваются, грубит, а вишенка на торте, им придется сидеть рядом в классе. Мне очень понравилось, как изобразили изменения в характере героя. Дорама хоть и не из новых, но в сердечко мне запала. В дораме «Ты для меня целый мир» герои хоть и были друзьями, но шуточки их порой уж слишком выходили за рамки. Что-то меняться в их отношениях начало уже в университете. Мне кажется, герой просто не знал, как выразить свои чувства и вначале вел себя грубовато. Кулаки Вера расскажет историю влюбленного в свою молодую учительницу хулигана во времена японской оккупации. На самом деле фильм просто нереальная смесь драмы, боевика и комедии. И посмотрите, какие кадры! Друзья, спасибо большое за внимание. Обязательно напишите в комментариях ваши рекомендации, особенно по красочным новогодним дорамам. Всех с наступающими праздниками, берегите себя, до скорых встреч!